Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Пассианс, Таро прогноз, события ближайшего времени. Давайте с вами узнаем, что случится или произойдет. И именно по событиям нам раскроют карты пассианса, старинного цыганского. Он у меня очень много лет. Давайте мы с вами узнаем и, конечно, останемся реалистами. Но я так думаю, что если вы переложите на метафору вот тех значений, которые нам выпадут, ваши какие-то насущные вопросы или то, что вас сейчас беспокоит. Ну, где-то абстрагируйтесь, может быть, от того, как вы видите это на данный период времени. Или к чему это может все прийти, да? Как обернуться какой-то вопрос может. Вот если вы посмотрите, ну, несколько так, как взгляд со стороны, то, возможно, альтернативное решение у вас появится. Одним словом, давайте будем узнавать. Смотрю я, смотрите и вы, какие значения у нас совпадут. Итак, что там для весов, события ближайшего времени? Какие события вас могут ожидать? Сердце. Кто-то добивается сердца вашего, да? А может быть и вы. Но пока не бежим впереди паровоза, потому что есть еще одно дополнительное значение, когда это сердце тут будет иметь другой смысл. Смотрите, но тем не менее, я все же вижу, что тут именно какая-то любовная история или какие-то контакты. Это как будто будет продолжаться, но в другом ключе, потому что якорь – это уверенность. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с родственниками, или уже с людьми, которых вы знаете, вопросы дома, жилья, ну тогда тоже в каком-то позитивном ключе, по крайней мере, я так вижу. Денежки, мои дорогие, получение денег. Или это может быть какой-то финансовый вопрос. Здесь могут быть вопросы, которые связаны с документами. Ну и, наверное, все то, что касается денег, мы можем сюда же отнести, допустим, недвижимость или даже движимое какое-то имущество. Но есть, тем не менее, какая-то финансовая ваша стратегия и тактика, что-то вам тут просчитывать точно придется. Для кого-то это будет означать, знаете, когда ваши заработанные деньги, но которые не были получены по разным причинам. Задерживался где-то ваш гонорар или какие-то выплаты, бумаги не были оформлены вовремя, или сбой в электронных системах взаиморасчета. Может быть, и внешняя какая-то ситуация тоже вам препятствовала получению именно заработанного по этому значению заработанные деньги. Помните, что на весь период Плутона в Водолее легкие деньги опасны, поэтому это ни разу не про лотерею, не про какой-то азарт. И у вас, посмотрите, задача вот такая – укреплять собственные позиции. И у вас выпадает корона, символ власти. Как можете и контактировать с сильными мира сего? Ну, буквально с представителями законной власти, или, может быть, это чиновники. Так это и ваша собственная позиция. А ведь, правда, я бы сказала, вопросы дома, недвижимости. Так, что-то я не могу перевернуть. Старенький пасьянс. Вот этот вот костер обозначает домашний очаг. Опять же, это либо стены, либо вы что-то дома улучшаете, делаете более комфортным. Может, у кого-то ремонт, ну или что-то вы там, может быть, наперед уже что-то думаете, просчитываете, есть какие-то планы. Но это также и домочадцы. Это те, кто вхож в ваш дом. Какие-то контакты, это точно. Так, попутно смотрю, что мы тут еще, может быть, упустили. И вот, кстати, я могу точно сказать, да, это любовная история, мои дорогие, любовь и уверенность. Но есть какие-то партнерские отношения. Может быть, это для кого-то человек, с которым вы хотите быть. И будете налаживать эти связи, контакты. Не исключаю. Итак, смотрим в нашем пасьянсе. Мы можем, напоминаю, сложить карты, которые расположены в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали, не по диагонали, мои дорогие. Кто-то мне писал по диагонали. Ну, вы можете, конечно, сложить, но по сути дела имеется в виду именно как квадрат, понимаете?
Так, честно говоря, не вижу больше совпадений. Ну, сейчас еще раз так пробегусь. Вижу совпадение. Правда у вас подписание каких-то важных бумаг или получение? И это как конверт с сургучной печатью. Все же, может быть, это и какая-то бумага по части вашей личной истории, любовной истории. Или отношения с человеком, но, значит, тогда есть, ну, как новый формат отношений. Или какое-то взаимодействие, когда вы вместе составляете документ. Или пересматриваете брачный контракт, но все равно это какая-то конкретика. Потому что по этому значению это именно проходит либо согласование, либо, ну, может быть, и весточки какие-то, да, как письмо само по себе. Хотя в нашу цифровую эпоху, будем реалистами, это может быть и звонок, сообщение там в одном из мессенджеров, но все же больше про конверт. То есть какой-то документ или важная бумага. Может быть, это вы будете получать для того, чтобы вот какой-то свой план осуществить. Или будете что-то просчитывать. Но вообще интересный период в ближайшее время. Есть и новости, есть и ваш интерес, где-то есть и вдохновение, и творчество, и любовь, или, по крайней мере, значения, ну, предлагают вам задуматься о том, что если вы сейчас в одиночестве, может быть, и стоит пересмотреть собственную стратегию и завершить одиночество или позволить в вашу жизнь войти новым людям. И даже если были какие-то прежде фиаско, я такое тоже допускаю, но обжегшись на молоке, наверное, не стоит все время дуть на воду. Быть осмотрительным — это да. Уже какая-то, если и случилась минусовая ситуация, может быть, даже и разрушительная. Ну, так это тот опыт, который вам будет давать правильные подсказки, но ну, не устраняться, понимаете, от общения. Тем более ваш знак зодиака — это про общение в первую очередь и про дипломатию. Вот единственная задача для вас, мои дорогие весы, вот эту дипломатию переложить на благо самому себе. Итак, давайте я уже пока с вами говорила, не вижу я у нас еще совпадений. Ну и так много приятных символов. Итак, следующий вопрос. Что спешит вашу жизнь из разряда того, чего вы не ждете? Это и неожиданности, может быть, как само по себе событие, ну или, может быть, какая-то новость, информация. И вторая карта, как это все обернется. По основным сферам жизни: любовь, личная жизнь, сфера финансов и ваши достижения, работа, учеба, бизнес, опять же, документы, согласования, контракты, соглашения. Итак, чего же вы не ждете, оно случится? Ух ты, королева Пентаклей. Вы знаете, это та персона, которая очень надежна. Это та, которая умеет сказку сделать былью. Может быть, это конкретные люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли. Хотя я редко привязываюсь к гороскопам, но все же у кого-то может совпадать. Это телец, дева, козерог или человек, который имеет там асцендент, или по луне даже, кстати. И человек может этого не знать. В целом харизматика такова этого человека, когда ему и свойственно умение делать что-то своими руками. По этой карте иногда проходят наши близкие, вот, к примеру, супруги, да, но это еще и те, ну, женщины напрямую, потому что женская энергия тут явно присутствует по этой карте. Это те люди, которые способны ночь за ночью, может быть, выхаживать больного ребенка. Те, которые способны не пенять мужу за тот какой-то сложный период в его жизни, а сами будут продумывать какую-то свою стратегию, чтобы зарабатывать. Вот. Это те, которые любят творчество, креативить что-то, да, и потом не просто так вот креативность ради любопытства какого-то, интереса. Нет, они потом этот интерес перекладывают в какую-то материальную плоскость и делают вот это свое хобби источником заработка. Поэтому тут сразу очень емкая карта. У кого-то может быть конкретное ремесло. И вот нам сундучком денег, причем денежки так не просто вот, как бывает иногда в картах, навалены кучи в этом сундуке, да, набросаны. Нет, у королевы Пентаклей все сложено, все подсчитано, все контролируется. Может быть, и правда есть такой человек. На самом деле это люди надежные. В самые трудные минуты, вот архетип карты таков, который именно о харизматике такого человека говорит. Он себя не выпячивает, кстати. Он себя не выпячивает,
Но когда у нас есть среди друзей даже, да, такой человек, наша жизнь намного веселее и прогнозируема. Ну, может быть, это у кого-то и личная история, мои дорогие, связанная с человеком, а может быть, для кого-то это и какой-то бизнес, или вы будете продумывать какую-то свою новую стратегию по части финансов. Вообще, в принципе, вы знаете, я бы сказала, люди надежные для вас будут иметь значение. А может быть, это у кого-то что-то, правда, вот это сердце и уверенность, вот как раз то, что сочетает в себе королева Пентаклей. Не совсем это неожиданность, но, может быть, это как возможность какая-то именно построить такой диалог или плодотворное сотрудничество, или изменить свою личную жизнь в сторону нового качества жизни. Как все обернется? Любовь, мне нечего добавить, правда. Любовь, взаимопонимание, двойка чаш – это всегда взаимодействие, партнерские отношения. И если даже это как-то касается работы, мои дорогие весы, тогда это прочное партнерство, плодотворное сотрудничество, в том числе с финансовым эквивалентом. А для кого-то это могут быть вопросы, когда вы в своей семье со своим партнером тоже можете продумывать, а давай-ка мы с тобой какой-то бизнес, свое личное дело задумаем, а почему бы и нет, и будете вместе сообща что-то узнавать. Вы как в тандеме с кем-то. Причем это и может быть еще и интерес материальный, но и чувства тоже присутствуют, ну и дипломатия. Ладно, любовь, личная жизнь, ну правда. По королю чаш тоже проходят наши близкие, по сути дела, пара. И неважно, под каким вы знаком зодиака, хотя я могу предположить, что вот человек, например, да, ваш партнер, может быть либо под знаком стихии воды, или как вот король чаш, или асцендент, или стихия земли, опять же асцендент. Но это прекрасная пара. А пусть вы даже сами, вы принадлежите к знаку стихии воздуха, но какой-то подобный партнер, который вам откликается и эмоционально, в ощущениях, и одновременно вы видите с ним перспективы, причем такие более конкретные. По королю чаш на личную жизнь это может быть еще какой-то человек, я допускаю, который рациональный достаточно. Ведь это единственный персонаж в колоде по этой карте, который умеет, знаете, правильно разграничить, когда какие энергии принимать. И, к примеру, всегда нам на каком-то постаменте изображен, ну или на троне, да, пусть в этой колоде немножко по-другому, но все же. Именно король кубков умеет в вопросах чувств и чувственности, в личной жизни, в любви наслаждаться эмоциями, принимать и дарить их. А в тех вопросах материальных, которые больше требуют рационализма, взвешенных решений, он на время отключает чувства, чтобы не было путаницы. Вот в одну кучу, в одну корзину, грубо говоря, камни и яйца он не складывает. Вот олицетворение карты, да? В этом он немного похож на карту мага. У мага 4 стихии, а здесь король кубков умеет двумя как минимум стихиями правильно распорядиться. Может быть, это и вам придется быть в таких энергиях. Есть вопросы любви, но есть вопросы и денег. В общем-то, нам так и показали. И, может быть, это деньги где-то как эквивалент тех вами намеченных изменений дома, например, да, вот я говорила, у кого-то ремонт, у кого-то, ну, просто сделать жилье более комфортным, уютным, да, как-то преобразовать что-то, да, или даже договориться с кем-то, а это будет даже тема финансов. Вот тут для вас, ну, прекрасная энергия, мои дорогие. Ну, и выйти из одиночества, я бы сказала, тоже. Встретиться с кем-то. Или запланировать встречу, или познакомиться. А почему бы и нет? Но ваше желание в основе всего. Сфера финансов. Вот здесь нужно не торопиться тратить гроши. Буквально так. По семерке жезлов на нас могут оказывать воздействие. Ну, а вам нужно быть королем чаш. Я говорила только что, да, вот эти две энергии. Ну, где-то практичности, рационализма и чувственности. Может быть, это вот этот как раз баланс и дипломатия вам потребуется, чтобы в делах семейных или с близкими людьми суметь договориться или даже объяснить. Допустим, вы считаете нецелесообразным какие-то траты, а ваш партнер или ваш близкий, ваш родственник,
но там его аж прямо горит, у него все внутри, что-то хочет приобрести. И вам придется не единожды, а несколько раз объяснять, почему сейчас это делать нецелесообразно. Вот просто у кого-то сочетание может проиграться именно так. Но по семерке жезлов, по финансам точнее, карта вас приглашает немножко сосредоточиться именно на вашем труде, творчестве, откуда к вам приходят деньги. Да, тут будет, к примеру, или какие-то предложения, причем среди них очень много может быть или нелепых, или те, которые строятся на чьем-то интересе. А если вы так рационально продумаете, опять же, король чаш, да, энергии переключаться нужно, тогда вы видите, нет, овчинка выделки не стоит. Я потрачу много времени, сил, может быть, и своих знаний, а в результате будет пшик какой-то, то есть, ну, нет эквивалента. Тут самое главное куда-то не торопиться для вас, а именно больше концентрироваться на сфере денег, откуда они к вам приходят, может быть, что-то изучать. Это будет для вас хорошо, полезно, перспективно. Но даже если это вот на деньги, какие-то бумаги, да, перед тем, как вы что-то составите, опять же, себя, может быть, с позиции даже как правосудия, узнать, как работает в отношении вас закон, перед тем, как взять какие-то обязательства, опять же, что-то просчитать, но, может быть, куда-то даже отправиться, чтобы получить необходимые сведения. Тут нельзя додумывать по этой карте, потому что как раз люди пытаются нас ускорить даже. Ну, давай быстрее думай или давай быстрее соглашайся на что-то. Могут нам тут подавать в каких-то радужных тонах, а для вас как будто платите вы, мои дорогие весы. И поэтому вам нужно что-то просчитывать, отталкиваясь от того, что вы считаете целесообразным. Достижения. Я могу предположить, смотрите, у кого-то на работе иногда рыцарь мечей означает, если вы руководитель особенно, какие-то не запланированные встречи, иногда эта карта говорит о том, что проверяющие приходят, с вами могут не соглашаться, это правда. Может быть, и ваши достижения, и ваша какая-то финансовая стратегия идет вразрез с тем, что кто-то желает или хочет получить. Ну, пусть это на достижение, но, может быть, это ваши планируемые достижения, или куда вы будете тратить деньги, куда вы будете тратить свои ресурсы в целом, время, экспертность, профессионализм. Здесь все равно, вот опять же, где-то карты вот эти взаимосвязаны. С нами могут спорить, и буквально иногда эта карта звучит как бунтарь без причины. То есть вы можете столкнуться с теми людьми, которые сознательно идут на какой-то спор. Но эта карта также может означать для вас. Есть тема, когда вам придется быстро собраться, подпоясаться и куда-то поехать. Точно так же в эквиваленте это приезд человека к вам. Но и здесь, знаете, может быть, и есть такое общение, которое бы вы не очень хотели. Но явно для того, чтобы осуществить свои намерения и желания, вам потребуется дипломатия, чтобы не соскользнуть на эмоции. Потому что иногда по рыцарю чаш, знаете, ой, извините, по рыцарю мечей все средства хорошо. И первое – это бунтарь, если мы сказали без причины, это ну, когда больше каких-то, ну, таких настойчивых, иногда за неимением такта может человек выражать что-то, ну, не в самой дружелюбной форме, надо быть к этому готовым. Ну, если человек не видит, что, допустим, нас, ну, не может как разоружить каким-то своим сообщением или вот какой-то быстротой, могут начать и льстить, мои дорогие. Поэтому вот вам в эмоции ни в плюс, ни в минус. Вам нейтральная позиция. И в данном случае дипломатия помогает что-то просчитать. Вот где-то вот этот рационализм, правда, королева Пентаклей, могут быть тут те вопросы, которые не то, что они вам совсем не знакомы, или люди знакомы, или, может быть, какие-то ситуации даже с новыми людьми отчасти будут напоминать ту историю прежнюю, в которой вы уже были. Поэтому у вас есть какие-то знания, на которые вы можете опереться. И в данном случае ваша интуиция. А, кстати, король чаш очень интуитивный человек. Вот, видимо, ваша интуиция вам помогает несколько и разделить зерна от плевел или отделить, или понимать, просчитывать, может быть, буквально, да, что вам помогает, что для вас прогресс, а что пустая трата времени.
И, может быть, вот это время придется, как бы, знаете, уплотнить временные рамки. Все же это карта быстроты, скорости. И для вашего блага, ну, может быть, даже куда-то и поехать, чтобы в конкретной местности увидеть своими глазами, в чем-то разобраться, или вот состоялся какой-то откровенный разговор. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы откликаетесь, пишите мне волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.